Почему Чонгук внезапно появился в Токио без официального уведомления? В чем была скрытая причина этого шокирующего поступка? И почему Тэхён только сейчас осмелился открыть голос? Взгляните на полную хронологию событий, которая удивила ARMY, заставила их радостно плакать и не переставала гадать. Почему Чонгук в Токио? Этот простой вопрос стал предметом множества спекуляций на прошлой неделе. ARMY по всему миру были в замешательстве и беспокойстве после того, как в социальных сетях появилось несколько фотографий и коротких видеороликов, на которых золотой Макне BTS гуляет в одиночестве по одному из самых многолюдных районов Токио – Сибуя. Он был одет в повседневную одежду, а черная шляпа закрывала часть лица. Но, несмотря на попытки скрыть свою личность, фанаты все равно легко узнали его. Этот фурор начался с короткого поста в X, ранее Twitter, на котором Чонгук входит в здание. Видео, длившееся менее 15 секунд, мгновенно стало вирусным, собрав миллионы просмотров всего за несколько часов. Посыпались комментарии, в основном полные вопросов. Что на самом деле делал Чонгук в Японии? Работает ли он над секретным проектом? Или у него там есть личная причина? Пока ARMY собирали улики, корейские и японские СМИ молчали. HYB, агентство, курирующее BTS, также не предоставило официальных разъяснений. На самом деле молчание лишь подогревало любопытство. «Если это просто праздник, почему о нем не объявляют?» – написал один из фанатов в Instagram. «Зачем ехать в Японию тайно? Разве они обычно не делают все открыто?» – спросил другой. Появились смелые домысли. Некоторые подозревали, что Чонгук готовит масштабную коллаборацию с японским артистом. Другие предполагали, что он участвует в секретном проекте, связанном с его сольным дебютом на международной сцене. Но за всеми этими теориями ARMY терзало одно – почему Тэхён только сейчас осмелился открыть голос. В тот день, в непринужденном интервью, которое поначалу было не слишком публичным, Тэхён ответил спокойно, но многозначно. Его слова были простыми, но они кардинально изменили атмосферу. «Думаю, пора людям узнать, почему Чонгук в Токио», — сказал он с легкой улыбкой. Эти слова взорвались как бомба. Присутствующие журналисты тут же замолчали. ARMY, смотревшие повтор, затаили дыхание, и интернет вновь взорвался этим коротким заявлением. Почему Тэхён? Почему сейчас? Что он на самом деле знает? И почему сам Чонгук не хочет говорить? Все эти вопросы стали тлеющими углями долгой онлайн-дискуссии. Некоторые посчитали это заявление всего лишь отвлекающим маневром от более серьезных слухов, но многие также поверили, что его признание – знак чего-то гораздо более важного, чем просто личный путь айдола. Тэхён не стал сразу раскрывать все подробности, он просто смотрел в камеру, словно давая понять, что секрет, который он хранил до сих пор, слишком тяжел, чтобы выносить его в одиночку. «У Чонгука свои причины, и я не смогу объяснить их одним предложением», — сказал он, прежде чем сделать паузу. Тишина была пронзительнее тысячи слов. Словно за его тонкой улыбкой скрывалось нечто гораздо большее, чем просто сокрытая информация. Фраза Тэхёна открыла новый ящик Пандоры. ARMY по всему миру начали искать скрытые смыслы. Связано ли пребывание Чонгука в Токио с очень деликатным личным делом, или это секретный международный проект с участием другого громкого имени? Почему именно Тэхён из всех участников BTS наконец-то приоткрыл завесу тайны? Вопросы копились, а ответов не было. Напротив, это вызвало еще более бурные дискуссии. Некоторые корейские СМИ начали строить догадки. Некоторые писали, что присутствие Чонгука в Токио может быть связано с важной встречей с японским лейблом, с которым BTS работали в прошлом. Однако эта теория вскоре была опровергнута фанатами, которые посчитали ее слишком простой для столь тщательно скрываемой ситуации. Если это просто работа, почему Чонгук не появляется с менеджером или официальным персоналом? Почему он выглядит одиноким, ходит быстрым шагом, словно избегая внимания? С другой стороны, стали появляться более противоречивые слухи. Анонимные пользователи распространяли утверждение, что Чонгук намеренно приехал в Японию, чтобы встретиться с кем-то, с кем он имел близкие отношения в прошлом. «Если это правда, это станет одной из самых громких историй года», написал один из пользователей сети на форуме. Эта гипотеза вызвала все более острые споры за и против. Некоторые полностью отвергали ее из-за отсутствия доказательств, в то время как другие посчитали молчание HYB знаком того, что вопрос не совсем верен.
Напряжение нарастало с появлением новых кадров. На любительском видео человек, предполагаемый Чонгук, зашел в маленький ресторан в районе Ропpongi. Он был не один. За ним шел кто-то в длинной черной куртке. Личность человека была неясна, лицо было скрыто маской, но его жесты вызывали подозрения. Кто это был? Просто персонал или кто-то более важный? В разгар нарастающего ажиотажа Тэхён снова появился с не менее неожиданным заявлением. «Я знаю, что многие из вас хотят определенности», — сказал он в коротком прямом эфире. «Но иногда не все можно сказать сейчас. Есть причина, по которой Чонгук решил остаться в Токио». Это заявление заставило миллионы затаить дыхание. Вместо ответа оно добавило новый слой тайны. Армии завалили прямую трансляцию тысячами вопросов. Что означает веская причина? Это про BTS? Если это большой проект, почему о нем не объявляют? Но Тэхён закрыл трансляцию раньше обычного, оставив после себя все больше вопросов. Некоторые СМИ предположили, что HYBE намеренно использовали стратегию молчания, чтобы создать вирусный эффект, воспользовавшись любопытством фанатов. Однако многие армии посчитали, что если это была всего лишь стратегия, то тайное упоминание имени Чонгука может вызвать серьезные проблемы. «Мы заслуживаем знать, а не насмехаться над нами», прокомментировал один из международных фан-аккаунтов. Позже один японский таблоид сообщил, что пребывание Чонгука в Токио не было связано с работой. В статье упоминалась частная встреча строго конфиденциального характера, в которой даже не участвовали сотрудники HYBE. Это заявление вызвало еще больше споров. С кем именно встречался Чонгук? И почему встреча была так тщательно защищена, что самому Тэхёну пришлось предоставлять криптографические коды? Фанаты начали изучать каждую фотографию, увеличивая каждую деталь, пытаясь прочитать язык тела Чонгука на расстоянии. Некоторые пытались связать заявление Тэхёна со скрытыми мотивами BTS. Но чем глубже они копали, тем больше загадок оставалось без ответа. Тайна становилась все сложнее. Тэхён говорил, Чонгук молчал, HYBE молчали, а СМИ только добавили путаницы. Среди всех этих запутанных кусочков головоломки было ясно одно – за кулисами происходило что-то очень важное. Но когда же, наконец, приоткроется завеса тайны? Или же нечто еще более удивительное ждало своего часа? Молчание HYBE превратилось в бомбу замедленного действия. Армии начали сомневаться в лояльности агентства, которое они так отчаянно защищали. Действительно ли HYBE обеспечивает защиту участников? Или просто скрывает то, что, если будет раскрыто, может потрясти всю корейскую индустрию развлечений? Затем появились новые кадры с камер видеонаблюдения из роскошного отеля в Токио, где кто-то, предположительно Чонгук, входит через заднюю дверь рано утром в сопровождении лишь одного незнакомца. Кто это был? Почему такая секретность? Это была просто личная жизнь или что-то более серьезное? Японские СМИ затем сообщили, что пребывание Чонгука в Токио было скорее личным, чем профессиональным. Снова личное вызвало бурю негодования среди армии. Касается ли это его личной жизни, которую он всегда скрывал? По мере того, как слухи выходили из-под контроля, Тэхён снова появился, на этот раз более серьезно. «Я знаю, что все хотят знать. Я хочу, чтобы вы поверили. Что бы Чонгук сейчас ни делал, это важно для него. Пожалуйста, будьте терпеливы». Его слово «важно» подчеркнуло, что на кону стояло что-то важное. Но почему он не раскрыл подробностей? Было ли давление, которое его остановило? Поклонники раскололись. Некоторые требовали уважения к личной жизни Чонгука, в то время как другие считали, что неопределенность Тэхёна лишь подогревала нездоровые домыслы. За кулисами журналисты развлекательной индустрии утверждали, что сама HYBE столкнулась с дилеммой – прояснить ситуацию и рисковать раскрыть что-то, или молчать и позволить слухам распространяться. Дни домыслов росли. Имена японских артистов, музыкальных продюсеров и общественных деятелей были втянуты в теории. Широко распространилось размытое фото, на котором Чонгук якобы серьезно разговаривает на балконе отеля. Личность другого человека оставалась загадкой, порождая все больше догадок. Споры теперь касались не только Чонгука в Токио, но и доверия между ARMY, BTS и HYBE. Должны ли фанаты требовать прозрачности или защищать личную жизнь? Однако одна фраза Тэхёна не переставала звучать. Есть веская причина, по которой Чонгук решил быть в Токио. В чем же именно причина? Почему Токио? Почему молчание? Почему Тэхён подает загадочные сигналы, пока Чонгук молчит?
Это лишь вершина айсберга или начало чего-то гораздо большего? В этот вечер социальные сети вновь всколыхнулись, когда японский фанат выложил размытое фото такси в Синдджуку. Внутри на заднем сиденье сидел силуэт, похожий на Чонгука. Фото было удалено через несколько минут, но вызвало тысячи новых обсуждений. Почему каждое появление Чонгука в Токио всегда загадочно, полно тайн и никогда не проясняется? Совпадение или преднамеренный сценарий? Выявились показания. Всегда, когда всплывали слухи о Чонгуке, Тэхион всегда был первым делающим загадочные намеки, в то время как другие молчали. Почему только Тэхион? Было ли ему дано разрешение, или он был обременен ответственностью лучшего друга? И теперь, по мере того, как тишина затягивается, один вопрос становится все громче. Когда же, наконец, откроется правда? Или же мир не готов к настоящему ответу?